Всем привет! Сегодня долгожданный баттл. Непосредственность против рассудительности, изобретательность или простота, скорость или умеренность, Таня или Андрей? Кто победит? Решают друзья и сын Ваня. И сейчас мы готовим пиццу. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, кто и как одержал победу. Не забывайте про лайки, и кто еще не подписан, жмите на колокольчик. Выпотрошив весь Google, сегодня остановилась на простой пицце с начинкой в немецком стиле. Краеугольный камень, основа основ, первозданный элемент идеальной пиццы – это безупречное тесто. Сделаем его по проверенному рецепту с минимальным количеством дрожжей. Просеяв 1 кг муки, добавляем в нее 1 грамм сухих дрожжей и пол-литра теплой воды. Чтобы тесто лучше взошло, сначала замешиваем его и только после этого добавляем 2 чайные ложки соли и немного оливкового масла. Еще раз замешиваем. И оставляем под полотенцем на 1 час. После этого смазываем поверхность растительным маслом и вымешиваем еще раз тесто. Теперь делим его на 4 части. Формируем шарики. И отправляем в холодильник на 5 часов. Наш следующий шаг. Заранее достав тесто из холодильника за 3 часа, с помощью рук делаем корж диаметром 30 см. Кстати, после холодильника тесто очень податливое, послушное и эластичное, совсем не рвется при растягивании. Поэтому советуем 100% охладить тесто перед работой с ним. И еще рекомендуем, когда заказываете что-то на Алиэкспресс, не забывайте возвращать кэшбэк. А если делать покупки в дни горящего кэшбэка от Letyshops, то сэкономить можно в разы больше. С 13 по 15 сентября в Алиэкспресс будет горящий кэшбэк, увеличенный в 3 раза до 15%. Например, если бы вы с обычным кэшбэком вернули 150 рублей, с трехкратным кэшбэком вам вернут 450. Специально для тех, кто хочет купить что-то себе, а тратить много не хочет. Активировать горящий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке, либо в приложении Letyshops. Количество активации ограничено, и у вас будет несколько часов на совершение покупки. Ссылка на регистрацию в Letyshops будет в описании. Регистрируйтесь и забирайте хорошее, но ограниченное предложение. Теперь делаем вилкой проколы. И выпекаем в духовке при температуре 250 градусов всего 5 минут. Соус приготовим из свежих помидоров. Делаем на них крестообразные надрезы. Помещаем в миску и заливаем кипятком на 15 секунд. Достаем шумовкой и легко удаляем кожуру. Делим на 4 части и дробим в блендере. Затем берем лук и чеснок. Сначала мелко нарезаем 2 луковицы, а затем измельчаем 2 зубчика чеснока. На сковородку добавляем растительное масло и обжариваем чеснок.
Через минуту кладем лук, 1 столовую ложку сахара и поджариваем до карамельной корочки. Вливаем пол-литра томатного сока, солим и выпариваем на маленьком огне 15 минут. Отмеряем чашку соуса и добавляем 1 чайную ложку орегано, 1 столовую ложку оливкового масла и свежий базилик. Далее отвариваем картофель 15 минут. И после его очищаем. Затем натираем 350 грамм моцареллы, и нарезаем 376 грамм венских или франкфуртских сосисок. Наши дети их обожают точно так же, как и Винни любит мед, а Рокки сыр. Именно за счет их приятного молочно-копченого вкуса рассчитываю выиграть. А теперь по порядку. Смазываем корж соусом, 5-6 ложек достаточно. Сверху кладем сосиски. Мелко натираем картофель. Совсем немного соли. Далее посыпаем моцареллой. Сдабриваем маслинами. И кружочками черри. Выпекаем на максимальной температуре, которую только позволяет ваша духовка, до тех пор, пока не расплавится сыр. В нашей капризной духовке на это ушло 7 минут. Украшаем рукколой и базиликом. Обратите внимание, здесь есть все на любой вкус. Итальянская моцарелла, франкфуртские сосиски, греческие маслины и наша любимая картошечка. В моей голове сейчас скачут единороги. Чувство, как у ребенка в ожидании победы. А теперь давайте посмотрим, что делает Андрей. У него есть козырь в кармане. Итак, приступим. Берем 1 килограмм муки. Просеиваем. Добавляем 75 грамм оливкового масла и 6 грамм живых дрожжей. Вливаем пол-литра теплой воды. И перемешиваем. А только потом добавляем 12 грамм соли. Опять все замешиваем. И кладем в миску. А после накрываем пищевой пленкой. Ставим в теплое место на 1 час. А сейчас делаем соус. Высыпаем в блендер 300 грамм томатов в собственном соку. Добавляем 5 грамм базилика. Соль по вкусу. 10 грамм паприки. 30 грамм сахара. И все измельчаем. Пока мы делали соус, наше тесто уже подошло. Теперь нужно тщательно его перемешать. Формируем колбаску и делим на 8 частей.
делаем в шарики. Так как получается не очень быстро, берем помощь конкурента, то есть Таню. Когда все готово, накрываем полотенцем, чтобы тесто не подсохло. А сейчас сделаем начинку. Натираем на терке пармезан и распаковываем прошутто. Затем берем один шарик теста и формируем руками корж. Выкладываем прошутто и посыпаем обильно пармезаном. Сверху кладем 5-6 листиков базилика. А далее мой козырь. Делаем еще один корж, по возможности тоньше, в 2 раза. Накрываем его сверху и заворачиваем края. Запекаем в духовке 7 минут при температуре 250. Далее наносим слой соуса. Листья базилика и сыр буррата. Сверху кладем половинки помидоров черри, слегка поливаем оливковым маслом. Оно придаст более насыщенный аромат и вкус. Отправляем пиццу в духовку минут на 10 при температуре 250. Украшаем прошутто и мятой. Вуаля! Красота! Даже если проиграю, то хоть пиццы наемся. А теперь пришло время. Быть или не быть. И начинаем с Вани. Это вот поинтереснее, ресторанная прям уже пицца получается. Хорошая. Немного подрастроил маму. А что скажет шутник Вадик? А что вы ждете? Так как я на диете, то вот эта вот пицца более лучше. Все вырубай, а я это доедаю. А теперь черед Владика. В этой очень классный соус, и она очень мягкая, очень мягкий вкус. А в этой очень прям насыщенная, и мясо есть, и сочное. Мне больше понравилось это. Осталась одна надежда на семейную пару. Славик и Света, не подведите.
Понравились обе пиццы. Я даже первая, когда пробовал, подумал, что точно эту буду голосовать за нее. Но, как только я попробовал вторую, она мне понравилась больше. Она была ароматнее, сочнее, там помидор, поэтому мне больше мой выбор пал на вторую пиццу. Две обязательно очень вкусные, рекомендую пробовать, но здесь более сбалансированный вкус, нежнее. Наконец-то праздник пришел и на улицу Андрея. Не то, что к некоторым. Поражение сильно подпортило мою ауру и обрекло на страдания. Придется нести такую ношу до следующего бара. Ура, ура, ура! Я победил! Если вам понравилось наше видео, то подписывайтесь на наш канал. Вот сюда. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!